Всем привет, вы на канале Toy House, а это значит, что у нас сегодня будет вот такой вот няшный тепловоз. Это у нас ТЭП-10, наши поезда, выпуск номер 5. Ссылочку на него я оставлю в описании, там же найдете мой промокод, которым можете воспользоваться и получить скидочку. Итак, в комплекте у нас журнал идет, соответственно, с полезной довольно-таки информацией и сама моделька. К модельке мы перейдем чуть позже. Давайте пролистнем быстренько журнал. Да, конечно, как мы его пролистнем, вам не особо видно. Сейчас придется поднимать камеру. Ну что ж, вот так вот, наверное, видать получше, да? Значит, здесь написано стрела. Почему стрела, я не знаю, надо читать информацию. Итак, листаем картинки. Ну а кто хочет, может, конечно же, ставить на паузу и читать. И смотрите, здесь вот интересно, кстати, 95-й год, ТЭП-10 у вокзала Муром. То есть они ходили, мне кажется, еще до сих пор где-то на каких-то ветках, может быть, и ездят данные тепловозы. Напишите комментарий, если вдруг недавно встречали такой тепловоз. Год создания 1960, скорость 140 км в час. Довольно-таки очень быстро для того времени, мне кажется. Мощность 3000 лошадиных сил, масса 129 тонн. И вот такую открыточку мы получаем. Очень такая красивая тоже, не знаю, прям клевая, да? Все-таки серия «Наши поезда» вот на самом деле очень интересная. Да, я пропускаю какую-то часть поездов. Следующий, кстати, скажу, какой будет, тоже буду, наверное, пропускать. Ну, это как бы не моя серия. Не то, что я, не те модели, которые мне как бы интересуют. Я собираю только то, что мне как бы нравится. Здесь тоже, кстати, тепловоз со станции Муром. Вот прям написана приписка у него. Где тут у нас про прозвище. Плакат такой же, как у нас получается на открыточке был. Одноименное прозвище: Стрела, Термоядерный, Змей Горыныч. Вот такие вот прозвища имели. Ну, Стрела, понятно, здесь написано Стрела, а остальные я не знаю почему. И здесь у нас про железнодорожный вокзал города Владимира. Кстати, всем подписчикам из города Владимира огромный пламенный привет. На этом вокзале я бывал. Сейчас идет его реконструкция, я знаю. Но менять архитектурный облик, по-моему, не будут. Оставят вот именно такой вот, в таком стиле. А был, видите, раньше вот такой вот старинный. Здесь, кстати, вот стоит, по-моему, памятник тепловозу даже. Не помню какому. А вот, кстати, на фотографии у нас тепловоз ОВ, который тоже выходил в этой серии. Я его пропускал. Вот она, овечка, так сказать. Ну что ж, захотите, почитаете. Расстояние от Москвы 191 километр. Так, здесь у нас тоже про железную дорогу. Ну, Москва-Нижний Новгород, я так понимаю, идет. Ну и все. А в следующем выпуске будет вот такой вот ВЛ-22. Значит, электровоз. Интересная модель, спору нет, но просто как бы в мою коллекцию она не вписывается. Поэтому мне она как бы не нужна. А если вас интересует, то вот, пожалуйста, заказывайте. Рельсы, вы знаете, идут отдельно. Вот. И вот она, моделечка. Я смотрю, здесь металлические колеса прям идут. Ну, сейчас откроем, будем рассматривать поближе. Итак, очень красивая модель получилась. Вот посмотрите, прям реально красивая. Но есть там вот недостатки, например, здесь погнутый у меня поручень вот этот. Но, тем не менее, у данной модели, я не знаю, у овечки, у паровоза было или нет, но здесь, посмотрите, присутствуют какие-никакие адекалечки. И это вот прям добавляет такой красоты модели. На самом деле их не хватало. Вот даже вспомните, на ВЛ-ке нету, на ЧМ-3 нету. Здесь вот и Стрела написано, и ТЭП-10 написано. Нету здесь декалечки принадлежности к какой железной дороге. Но тем не менее, вот эти надписи, спасибо производителю, очень-очень здорово, то, что они решили добавить такие элементы. Во все бы модели добавляли, цены бы им реально не было. Снизу модельчика у нас выглядит вот таким вот образом. Тележки у нас неподвижные, но надо разобрать модель. Там срезаем мы, соответственно, фишечку, и все. И они становятся у нас подвижные, так сказать.
Но хотя, может быть, у данной модели они не будут подвижны. Но это, наверное, нижняя часть, вот два винтика я вижу. Скорее всего, такая же система. Что еще хотелось отметить? Колесики здесь у нас не металлические, это пластик идет, но покрашен серебряной красочкой. Сами тележечки у нас имеют неплохую детализацию. В принципе, в целом, мне нравится, а вы уж сами думайте. Сверху модель выглядит вот так. Еще здесь самое главное, что у нас теперь подвижные сцепки, не заклеенные. Тоже здесь постарались и это выполнили как положено. Все работает, вот так вот они крепятся снизу, то есть на винтик. Раньше это все дело было, ну, оно должно двигаться у других моделей, но оно заклеено клеем. Соответственно, сцепки у нас, я так понимаю, не рабочие, хотя с моделями от Madimeo, может быть, и удастся все это дело соединить. Дворники, оптика вся сделана отдельными элементами. В общем, классно. Поручни отдельным элементом сделаны из пластика. Ну, суперская. Суперская модель, на самом деле. И посмотрите, здесь дверка такая маленькая. Здесь у нас нет двери. Точно. Здесь у нас двери отсутствуют. Здесь у нас есть дверь. А с этой стороны, наверное, да, по-другому комбинация идет. Здесь есть дверь, а здесь ее, соответственно, нету. В целом на рельсы от Пика можно поставить данную модель, но поставить и, так сказать, не трогать. На родных рельсах тепловоз стоит нормально, устойчиво, но единственное, где-то у меня заедает колесики. Надо смотреть, потому что свободного проката, так сказать, нету. Ну а теперь смотрите, два, так сказать, электровоз и тепловоз. И посмотрите декали, как добавляют красоты, да, данной модели. В общем, это ВЛ у нас 60К. Вот не хватает вот здесь надписи, здесь сверху было бы круто. Здесь вот все это есть и смотрится уже совсем по-другому. По поводу сцепочек. Сцепочки, ну, невозможно соединить. Я пробовал, как бы, они вроде соединяются, вот так бы их сверху, да, одеть, но они, получается, вылетают. Хотя, если доработать вот, то в целом можно. Можно и поменять на другие, конечно же. Но это уже смотрите сами. Так, не фокусируется, вот. Ну, они немножко, видите, здесь заусенцы идут, как бы, облой. То есть это все почистить, подделать. Ну и можно, конечно же, попытаться их соединить. Ну, кому это важно. Ну что, ребят, довольно-таки классная моделька. Мне очень понравилась. Если вам тоже, то пишите комментарии. Ставьте, соответственно, лайки. Где купить скал, ссылка в описании. Там же мой найдете промокод. Вот такой вот сегодня видос. Если вам понравился, с вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, конечно же, что правильно, добра.